Всем привет! Как и обещал, в сегодняшнем выпуске будем говорить о супермощном Brabus EV12, который построен на базе 210-го кузова. Чтобы понять, что это за зверь такой, хватит всего нескольких фактов. Во-первых, представьте, что на дворе 1996 год. А теперь давайте глянем, на что был способен суперкар Lamborghini Diablo SV тех лет. Причем не обычный, а топовая версия. Ее мотор V12 при объеме в 5,7 литра выдавал 510 лошадиных сил. В нашем же случае седан от Brabus стоял под капотом V12 аж на 582 лошадиных силы. Мощности было на целую малолитражку больше. Diablo SV на длинном прямом участке мог развить скорость в 328 км в час, а седан, повторяюсь еще раз, седан бизнес-класса Brabus EV12 на прямике мог ускориться аж до 335 км в час. Теперь, я думаю, становится более-менее понятно, что это за техника для того времени. EV12 мог объезжать как стоячих, такие мощнейшие автомобили своего времени, как Mercedes S600 с практически 400-сильным мотором или BMW 750i с 326-сильным V12. Что же приводило в движение этого настоящего монстра? А за основу был взят мотор М120 от упомянутого выше S600. Первое, что сделали спецы из Боттропа, это расточили цилиндры и поставили коленчатый вал собственной разработки. Благодаря этому рабочий объем агрегата вырос с 6 до 7,3 литра. Но это было лишь только начало. Другие доработки включали в себя изменение фаз газораспределения, установку нового впускного коллектора, опять же собственной разработки, новой выхлопной системы, а также перепрограммированной системы управления двигателя. Кроме того, доработанный М120 получил более мощную систему охлаждения. Результат не заставил себя долго ждать. Мощность мотора при объеме в 7,3 литра достигла 582 лошадиных сил против 394 лошадиных сил у стандартной 6-литровой версии. Крутящий момент стал и вовсе чудовищным – 773 ньютон-метра при 4000 оборотов в минуту против 580 ньютон-метров у S600 и 580 у Diablo SV. Чтобы установить М120 на W210, потребовалось создать новый передний подрамник и применить новый карданный вал иной длины. Кроме того, в связи с огромной мощностью, не характерной для 210-го, задняя ось получила новые усиленные опоры, а приводные валы увеличились в диаметре. Интересно, что переваривал всю эту мощь мерседесовский пятиступенчатый автомат, правда усиленный специалистами Brabus конструкции. Не осталось без изменений и шасси, диаметр стабилизаторов поперечной устойчивости увеличился, были применены новые пружины и амортизаторы, а продольные рычаги и ступицы колес стали намного мощнее. Досталось и тормозам. Обычные стальные диски превратились в углепластиковые, способные выдерживать просто космические нагрузки. Углепластиковые диски ставились за доплату в $13 000. Специально для Brabus EV12 были подобраны сверхпрочные шины Michelin SX MXX3 размерностью 235/40 ZR18 спереди и 265/40 ZR18 сзади. Особо мудрить с приводом не стали. Применили дифференциал повышенного трения и ничего более. Стандартная система ESP вменяемо справлялась со своей работой, но стоило ее отключить, и сразу же начинался экшен в виде клубов дыма, за которыми не было видно даже автомобиля. Вот такой вот сгусток мускул и получился. Разгон с 0 до 100 км в час за 4,9 секунды, конечно же, на ту пору впечатлял очень сильно. Лучшего результата достигнуть было попросту невозможно, только из-за сцепных свойств шин и неидеальной развесовки. Но отнюдь не разгон до 100 км в час был коньком EV12. В машине практически не было равных в ускорениях со средних скоростей. Обгонять легковой транспорт и вереницы фур, двигающихся примерно со скоростью в 120 км в час, можно было просто молниеносно. Да что там 120 км в час? Разгон с 200 до 300 км в час просто захватывал дыхание. К примеру, на автобане EV12 мог пристроиться за несущимся на 250 км в час газ в пол S600 W140 и просто и непринужденно унестись от него в горизонт за какие-нибудь пару десятков секунд. Именно на автобанах была стихия EV12. За год производства было выпущено всего 15 экземпляров данного шедевра.
Стартовая цена на этот Dream Car начиналась с 350 тысяч долларов. Ну а если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Количество новых видео зависит только от вас.